Камень, ножницы, бумага. Играем вместе. Камень, ножницы, бумага. Я выбрала ножницы, а вы? Приветствую вас, мои уважаемые зрители. С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Я сегодня к вам действительно с ножницами. А тема нашего видео – «Зачем нам общение?». Я начну немного издалека, и потом мы с вами придем к этому самому общению. У нас есть множество аспектов, и наша система постоянно пытается себя сбалансировать, уравновесить. И на один аспект, который может нам навредить, но от которого мы не можем избавиться, наша психика создает противовес. Вот, например, мы много говорили про праздность, про лень, про желание лежать, ничего не делать. И на эту структуру наша психика создает с вами контроль. И с помощью контроля она шпуняет себя, она стимулирует себя. То есть если мы оставим с вами только нашу лень, только нашу праздность, то мы таким образом с вами не сможем получить необходимое нам благо. И если младенцу активность нужна минимальная для получения желаемого, младенец предпочитает улыбаться, нравиться. И мама за то, что он ей нравится, дает ему желаемое. А во взрослой жизни уже так не поулыбаешься. Хотя некоторые люди умудряются ехать на тех же механизмах и во взрослой жизни и предпочитают добывать желаемое именно соблазняя. Не в смысле сексуально, а в смысле нравясь. И в этом нравится они получают благо не те, которые им нужны, а те, которые другой может дать. Итак, вернемся к нашей праздности. Когда мы с вами погружаемся в лень, а это достаточно сильная доминанта, потому что она первая, базовая, которая у нас образовывается. Так в утробе матери мы с вами тихонечко, спокойненько лежим, а потом, когда рождаемся, добавляется к этому крик, но мы такой же кулек, который лежит. И психика для того, чтобы выжить, создает ту самую аутоагрессию, про которую так много говорено в моих предыдущих роликах. И эта аутоагрессия, она психику активизирует. То есть аутоагрессия – это желание, которое не получило удовлетворения и которое колет в бок. То есть мы своей же психикой, своей психике говорим о том, что есть неудовлетворенность. А ну давай, удовлетворяй ее, а ну давай. Мы иногда не можем уснуть именно потому, что мы себя начинаем колоть. То есть мы этой аутоагрессией с вами принуждаем себя добыть для себя же желаемое. И чем больше у человека лень, тем больше у него будет аутоагрессии. Ну, например, если лени немного, то и аутоагрессии надо чуть-чуть, маленькая. А если лени много, то для того, чтобы личность ушла в активность, ей нужно много аутоагрессии. И почему так много лени, это не всегда зависит только от воспитания, это зависит от гена, от судьбы, в которой оказалась личность. И за счет аутоагрессивности человек имеет, скажем так, амбиции. То есть чем больше эти требования аутоагрессивные, тем больше амбиций. И помимо этого человек, даже если не может получить удовлетворение своих потребностей, то он может самоутвердиться за счет наказания себя. Это знаете, как пришел в ЖЭС за справкой, справку не получил, но поругался и получил удовлетворенность. Вот точно так же происходит и внутри личности. Может быть, я не могу получить то, что я хочу, но я могу атаковать себя. При неполучении желаемого у нас снижается самооценка,
мы чувствуем себя неполноценными, а при аутоагрессии, когда мы с вами колем себя, то мы повышаем самооценку. И личность для себя одновременно становится тем, за счет кого она самоутверждается, и тем, кто самоутверждается. Как вы понимаете, эта пара, этот механизм внутри одной личности создает много неприятностей. То есть, с одной стороны, я ощущаю неудовлетворенность, и я попадаю в неполноценность. В неполноценности я не выдерживаю, начинаю атаки на себя, за счет которых я самоутверждаюсь, ну вот как в ЖЭСе. Может, я не получу желаемое, но я выскажу весь гнев и все недовольство только самому себе. И в этой узкой комнатке внутри своей психики человек создает такой вечный двигатель. И вот эти вот атаки на себя, они могут довести человека до депрессии. То есть, когда мы с вами попадаем в депрессию, атаки на себя превышают наши возможности. И здесь у человека появляется ловушка. Он может хотеть чего угодно и быть недовольным из-за того, что он это не получает. И он не может это пересмотреть, понять абсурдность желаемого, потому что у него есть вот эта аутоагрессия, с помощью которой он как бы ругает себя. Не пересматривает желание, постоянно ругает. Так вот, эту парочку достаточно сложно у себя обслуживать. Содержание этой парочки, неудовлетворенность и аутоагрессия, оно дорого обходится личности. И, как вы понимаете, общение нас спасает. То есть, как только появляется кто-то второй, мы тут же получаем облегчение. Наконец-то есть тот, кого мы можем назначить ответственным за свои проблемы. Вот я замечаю, как только я одна в квартире, то мне достается больше нападок на себя, чем когда есть хоть кто-то. Даже если это был какой-то, не знаю, курьер. То есть сразу начинаешь подозревать в том, что если что-то пропало, то это кто-то другой. Если что-то сломано, то это кто-то другой. И согласитесь, когда ты понимаешь, что это ты, тоже есть ярость, но такой ярости, как по отношению к другому, нету. Ты начинаешь скорее себя оправдывать, защищая. Ты ищешь какие-то объяснительные конструкции, чтобы не сильно на себя напасть, потому что себе больно. А другой, он является возможностью не атаковать так сильно себя. То есть, если у нас не с кем общаться, то весь этот механизм обрушивается на «я». Но как только в поле зрения появляется тот, с кем мы общаемся, даже если мы напрямую ему не высказываем претензии, не высказываем ему подозрения, упреки, не шпыняем его так, как себя, то все равно мы получаем облегчение. Потому что нам перестает доставаться вся та аутоагрессия, которую мы в себе развили. И в общении с другим мы с вами всегда интуитивно будем понимать, какого размера у него эти ножницы. Ножницы, с помощью которых человек себя атакует. То есть интуитивно мы будем понимать, что человек, у которого уровень вот этого механизма, который наказывает за невозможность получить желаемое, чем он больше, этот уровень, тем более опасным мы будем этого человека считывать. То есть фактически мы с вами меряемся ножницами внутри, то есть уровнем высказывания недовольства по поводу неполучения желаемого. Я думаю, что вы интуитивно, вот если вы прислушаетесь к себе, то вы сможете уловить про то, что я говорю, насколько интенсивный скандал
может закатить тот или другой человек, если не пойдет событийность так, как ему хочется. То есть мы как будто интуитивно понимаем этот потенциал возможного скандала. И поэтому мы весьма аккуратно ведем себя с теми, у кого эта интенсивность, она усиленная. И когда мы с вами говорим про вот это вот шпыняние себя и шпыняние другого, то эта активность, видите, это мера воздействия, мера усилий для получения желаемого. То есть если желаемое абсурдное, то человек просто загоняет себя, он задалбывает себя. Но эта интенсивность, вот не надо путать ее с агрессивностью. То есть, когда мы говорим про агрессивность, мы говорим просто про скандал, который человек закатывает другому или себе. Когда жена закатывает скандал мужу, потому что он не может обеспечить ей желаемый уровень жизни. Или муж закатывает скандал, потому что жена не может ему обеспечить достаточно секса. То есть это про агрессивность. А есть еще интенсивность воздействия на бытие, на материю. То есть мы с вами своей интенсивностью вгрызаемся в эту материю и начинаем на нее воздействовать, так как я сейчас воздействую ножницами на бумагу. То есть я могу крушить, кроить это бытие или это сущее своей интенсивностью, а могу воздействовать так, чтобы что-то получить. То есть это не слепое высказывание недовольства другому, предъявление ему претензий за то, что мир не такой, как надо мне, а это воздействие конструктивное, то есть имеет какую-то цель. Я воздействую на это бытие или на этого человека и получаю некий результат, потому что у меня есть стратегический план, и тот стратегический план, который я воплощаю с другим или с бытием, он действительно рабочий, как говорят, рабочий бизнес-план. То есть у меня получается вот такое колечко, если его склею, оно будет катиться. А вот это вот воздействие, такое, знаете, покалывание другого, или же бытия, нападение на него, нападение на реальность, на близких, когда человек просто наполнен этой неудовлетворенностью, и за счет этого нападения он в этой неудовлетворенности не ощущает себя неполноценным. То есть эти атаки ради атак. Я иногда замечала, как молодые начинающие психологи так атакуют клиента. То есть они как будто делают множество уколов или надрезов абсолютно бессмысленно. Они таким образом самоутверждаются, вот я это знаю, это знаю, это знаю. Но они не работают на клиента. Вот точно так же и мы общение используем для того, чтобы самоутвердиться и просто разгрузить свою психику, чтобы не быть единственной добычей собственной аутоагрессии. И вот эти вот атаки непрерывные, они, я говорю сейчас не про словесные перепалки. Множество атак у нас происходит абсолютно в нашей голове. То есть появление второго нам важно не только в реальной жизни, но и в голове. Когда в голове появляется второй, у нас как будто появляется больше воздуха и больше хорошего внутри, потому что второго мы отдаем в жертву вот этому своему механизму, который привык постоянно колоть. Для чего еще нам надо общение? Вы понимаете, что это короткий ролик, я здесь, конечно, всего не успею рассказать, но какие-то моменты. А более подробно мы поговорим на школе общения, которая будет в середине августа. Но что бы еще мне хотелось сказать вам в этом ролике? Когда мы с вами находимся в замкнутой системе, то в любой замкнутой системе ошибка начинает нарастать. И мы похожи с вами на заключенного, который находится в карцере, или же на сумасшедшего, который находится в палате с мягкими стенами. И мы не можем
добыть что-то новое, если мы с вами не в состоянии генерировать оригинальные мысли. И наша система начинает вырождаться. То есть вот это втягивание внутрь нашего безумия, которое было в основе, в базе нашего развития, оно преодолевается, вот это втягивание, за счет появления кого-то нового. То есть фактически мы в свой карцер или в свою палату приглашаем гостей. У нас есть посетители. Это наше общение. И эти посетители, они разбавляют единообразие и эту систему делают более разнообразной внутри. Когда, например, мы прогибаемся под кого-то, то мы уже становимся посетителями в палате кого-то. То есть мы играем по его правилам. И кто кому пришел в гости в палату, кто посетитель, понятно, по чьим правилам формируется общение. То есть некоторые люди, которые жертвуют собой в общении, они прекрасно потом умеют навязывать свои правила к какому-то другому человеку. И если люди уже давно вместе, у них появляется общая игровая комната. Вот мой канал тоже в какой-то мере такая игровая комната, где мы с вами общаемся. Вы тоже высказываете свое мнение, и в этой игровой комнате у нас тоже установлены правила. То есть тех людей, которые приходят просто разрушить, порезать, уколоть, в нашей игровой комнате мы не приветствуем. Но если человек пришел поразмышлять и создать что-то, тогда милости просим. Вот такой ролик про общение я подготовила для вас. Напишите, пожалуйста, видите ли вы этот механизм, которому вы отдаете на съедение кого-то другого вместо себя? И замечаете ли вы, как появляется облегчение, когда в вашем внутреннем пространстве появляется тот, кого вы можете валять вместо себя, шпунять вместо себя, булить, колоть, обесценивать вместо себя. И если заниматься повышением самооценки через такие механизмы, то у человека не появляется голода, неполноценности. Он как будто поел уже в этом месте и не ищет еду в другом. Так что реализация личности напрямую зависит, насколько человек может отказаться от такого быстрого повышения самооценки за счет другого. Напоминаю про школу, приходите, напоминаю про книги свои, покупайте на моем сайте olgademchuk.org. А я с вами прощаюсь. До встречи.